Прежде чем начнем, объявление. Все видео выходят на Boosty в открытом доступе и без рекламы. Иногда ролики выходят на Boosty быстрее, чем на YouTube. Качество на Boosty выше, так как ролики объемом 1 гигабайт и выше из-за замедления YouTube грузятся несколько часов. Сегодня поговорим о пушках здорового человека. Или о том, что до потопа пушки были стальные, казнозарядные и с нарезным стволом. Все эти пушки представлены в Музее артиллерии и инженерных войск в Санкт-Петербурге. По официальной истории первые пушки назывались тюфяками, они были стальные и изготавливались в далеком XIV веке. Давайте зачитаю несколько фрагментов из книги «Рассказы о русском первенстве», раздел «Грозное оружие». Книга издана в 1950 году. В середине XIX века на Дону было найдено старинное орудие, относящееся к XV веку. Ствол его был стальной, лафетом служила дубовая колода. Что самое интересное, заряжалась эта пушка не с дула, а с казенной части, как у современных орудий. В казенной части было расположено клиновое устройство, запирающее канал ствола. Таких орудий в музее представлено 2 штуки. Тут нужно задуматься вот над чем. Чем стреляла данная пушка и как? Давайте порассуждаем. Вообще, казенное заряжание нужно для увеличения скорострельности, так как забивать ядро через дуло очень долго. Поэтому будем считать, что через дуло она не заряжалась. Ядро забить с казенной части, конечно, можно, но нужно придумать, как его зафиксировать в канале ствола, чтобы оно остановилось точно там, где необходимо. Самый простой способ – завернуть ядро в тряпочку. Посложнее взять пыш, потом ядро, потом еще один пыш, взять штырь с ограничителем, поместить ядро в казенник и забить ядро. Затем надо как-то поместить порох. Совочком не получится через казенник засыпать, так как просто неудобно и порох будет высыпаться обратно. Нужно что-то вроде прообраза гильзы, хотя бы мешочек с порохом. Он закладывается перед ядром, казенник закрывается клином, мешочек протыкается, в запальное отверстие засыпается порох, поджигается, происходит выстрел. Увеличится ли темп стрельбы при таком устройстве пушки или нет, если сравнивать с дульным заряжанием, давайте обсудим. Я думаю, что не сильно увеличится, так как существуют сложности с заряжанием ядра. Дуло пушки обычно поднято вверх. Сами пушки подобного калибра находятся обычно на уровне груди, и при таком положении нужно заряжать пушку, сидя на корточках или сильно нагнувшись. Ядро и заряд пороха при качке, при суматохе, при неопытности расчета могут просто выпасть. И ядро, и мешочек пороха надо как-то фиксировать в канале ствола, чтобы они не выпадали. Увеличить темп стрельбы может прообраз снаряда. Хотя бы картонный тубус, был ли он в то время, использовался ли и как выглядел, вопрос дискуссионный. Кстати, подобные казнозарядные пушки, где канал ствола запирается клиновым устройством, изготавливали позже из бронзы. Вот так они выглядели. Их можно встретить в музеях в единичных экземплярах. В районе Устюжной Железопольской, а это был один из важнейших центров металлургии Скифии, Руси и Гипербореи 15, 16, 17 века, было найдено около 30 орудий, относящихся к 15 веку. Вот они представлены на этом стенде. Все они стальные и имеют прицельные приспособления. Датировка 15 век, то есть 1400-1500 года, время до Ивана Грозного. В 1615 году были разработаны и изготовлены стальные казнозарядные пушки с нарезным стволом. Казенное заряжание обеспечивалось ввинчивающимся вингардом. В музее представлено 2 такие комплектные пушки. Есть еще одна стальная пушка без нарезов – вингард утерян. Для заряжания пушки нужно было выкрутить вингард, установить снаряд, закрутить вингард обратно и произвести выстрел. На этом этапе нужно понять следующее, что из нарезных стальных пушек стреляли не ядрами, а снарядами. Заряжать ядро в пушку с нарезным стволом бессмысленно. Выглядеть снаряды могли примерно вот так. Это конец 19 века. Также для нарезного ствола нужен был бездымный порох, так как дымный порох быстро забивает нарезы ствола и снаряд может заклинить. На информационных табличках, в статьях, книгах нам сообщают, что это были парадные пушки, и из них не стреляли. Их выкатывали по случаю приезда послов.
Однако, если присмотреться к этой якобы парадной пушке, то отчетливо видно, что квадрат у Вингарда свернут от частого откручивания и закручивания. За этот квадрат откручивался Вингард с помощью огромного гаечного ключа или подобного приспособления. То есть из этой пушки с остальным и нарезным стволом стреляли и очень много. Порассуждаем немного над датой. Дата официальная, и другой у нас нет. Если сказать, что дата неверная, тогда надо дать другую дату и как-то ее обосновать. Но обосновать новую дату просто нечем, поэтому останемся с официальной датой. Дело в том, что по официальной истории с 1600 по 1602 годы в России было 3 года без лета, из-за чего начался голод. Стихотворение «В лихие дни» Бориса Годунова описывает происходящие ужасы тех лет, почитайте, если интересно. С 1610 по 1612 годы была польско-литовская оккупация Москвы. Официально численность польских войск была 12-13 тысяч человек, а численность второго ополчения, которое с трудом набрали, 15-18 тысяч человек. У меня возник вопрос к численности войск с той и с другой стороны. Спустя 83 года в Первом Азовском походе армия под командованием Шереметьева совершает отвлекающий поход на Перекоп. Численность войск составляла 120 тысяч человек. Численность турок составляла 120 тысяч человек. После была смута. Первый железоделательный завод откроется в небольшом селе лишь в 1632 году. Остальную пушку с нарезами, напомню, сделали в 1615 году. Либо хронология неверна, либо датировка пушки неверная. Далее история еще более запутанная. Вот эта пушка 17 века уникальная. Она оборудована клиновым затвором, что опередило официальное развитие на 200-300 лет. Рядом есть вторая пушка, у нее тоже реализовано казенное заряжание. Также в музее представлена пушка с клиновым затвором, но клиновый механизм утерян. Мы же подробно рассмотрим уникальную пушку, которая за стеклом. В этой пушке реализовано заряжание, как и в современной артиллерии, с помощью снарядов. Засыпать порох и забить ядро через клиновый затвор не получится. То есть был снаряд и гильза. Небольшой калибр наводит на мысль, что снаряд использовался не как болванка, а был чем-то начинен посерьезнее пороха. Немного обсудим, какая промышленность должна быть развита для того, чтобы получить подобную пушку. Металлургия. Нужно уметь выплавлять качественную сталь, чтобы пушку не разорвало от выстрела. Промышленность и механообработка. Нужен весьма солидный станочный парк, чтобы изготовить эту пушку. Нужны специальные токарные станки. Нужны станки для нарезания нарезов в стволе. Нужны соответствующие резцы с твердосплавными напайками. Также для изготовления снарядов нужны были отдельные специальные станки. Все станки надо куда-то поставить, в специальное здание, обеспечить вращательной энергией. Химическая промышленность должна изготавливать бездымный порох, а также взрывчатку для начинки снаряда. Также были развиты метрология и стандартизация, чтобы снаряд подошел к пушке. Учет, чтобы знать, где сколько хранится пушек и снарядов. Логистика, чтобы оперативно подвозить снаряды к местам учения или боя. Всех специалистов, от токаря до метролога и от инженера до металлурга, надо было обучать. Должно было быть качественное образование в институтах для инженеров и конструкторов и среднее специальное для рабочих специальностей. В церковно-приходской школе не дают таких знаний. Также надо добавить про обучение военных как рядовых, так и офицерского состава. Тактика и стратегии использования артиллерии, типы боеприпасов, обучение обращению со снарядами, обучение стрельбе и так далее. Еще раз напомню, что российские изобретатели, инженеры и конструкторы опередили развитие мировой промышленности на 200-300 лет. По идее, про эти пушки 17 века должны рассказывать студентам в институтах, курсантам военных училищ. Вы что-то слышали о них? Мировая промышленность смогла повторить нарезные стальные стволы во второй половине XIX века, а клиновый затвор в самом конце XIX века. Это означает, что как минимум российская промышленность XVII века была развита на уровне конца XIX века. Сравните с тем, о чем нам рассказывает официальная наука про крепостных, лапти и вечную отсталость. Также интересно следующее. Если промышленность XVII века позволяла делать стальные казнозарядные пушки, отразилось ли это на других аспектах жизни?
Ведь если промышленность может делать подобные шедевры, опережающие время, это означает, что промышленность может выпускать широкую номенклатуру станков, на которых можно изготавливать сложные изделия. И, например, на подобных станках можно изготовить транспортные средства, хотя бы паровозы. Ездить только на телегах, когда уровень развития находится на уровне конца XIX века, согласитесь, странно. Насчет паровозов в старинной книге 1826 года написано, что на первых железоделательных заводах, которые открылись в 1632 году, делали помимо пушек и ядер еще и котлы. Что это за котлы и для чего они, непонятно. Вот определение слова. Котел – это конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для получения пара или для нагрева воды под давлением за счет тепловой энергии от сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую. Может быть, мы чего-то не знаем, и в 17 веке были паровые машины? А вот фотографии опор мостов на месте разрушенных городов с карты 1706 года. Судя по ширине и высоте над рекой, я могу предположить, что это железнодорожные мосты. Для железной дороги важна прямолинейность пути. Если для телег, то можно было мосты и пониже сделать. Может быть, эти рельсы, которые находят на глубине 2-3 метра, были изготовлены в 17 веке? В общем, это дискуссионный вопрос. Официалы скажут, что пушка была сделана смышленым крестьянином-самоучкой в перерывах между работой в поле и плетьми от помещика в единственном экземпляре с помощью напильника. Инженер, промышленник и технолог скажут, что для ее изготовления нужен оборудованный широкой номенклатурой станков завод, и не один. А чтобы сделать станок, нужен другой станок. Странно, что мы не знаем, в каком году она была изготовлена, не знаем, где была найдена, не знаем, на каком именно заводе была изготовлена эта пушка, не знаем имен разработчиков, а ведь это были русские инженеры. Также странно, что в литературе или в летописях нет упоминаний про применение пушек со снарядами, везде нам пишут про ядра. Затем про клиновый затвор почему-то забывают на 2 столетия. Также забывают про казенное заряжание, про вингарды, про снаряды и бездымный порох. Артиллерия 18 и начала 19 века официально была дульнозарядная, стреляла ядрами с дымным порохом. Также почти забывают про сталь и начинают лить пушки из бронзы. Интересно, что бронза в наши дни в 33 раза дороже стали. Делал об этом пост в Телеграме. Почему артиллерия была отброшена в развитии? По альтернативной версии виной этому был потоп 17 или 18 века. Я уже много раз показывал вам карту 1706 года, на которой отмечено множество городов севернее Москвы. Этих городов больше нет. Почему города были уничтожены, нам никто не расскажет. Также обратим внимание на крепости Звезды, которые являлись сухим и прочным основанием для постройки важного объекта после потопа. Делал об этом подробное видео. Там, где они есть, значит, туда дошел потоп. Однако, если про клиновый затвор забыли или не смогли повторить из-за отбрасывания в техническом развитии, промышленники продолжали делать пушки с стальным нарезным стволом. Официально они снова парадные. Назвать их парадными, конечно, можно. Меня удивило то, что их производство было поставлено на поток. В музее выставлено 3-4 одинаковых пушек, и в запасниках, наверное, еще сколько-то хранится. Датировка этих пушек 1743 год. Сделаны на Тульском оружейном заводе. Затем стальные пушки как бы пропадают, и до второй половины XIX века делают пушки из бронзы. Может быть, конечно, и были стальные пушки XVIII – начала XIX века, но они в музее не представлены. О применении подобных стальных пушек с нарезным стволом, стреляющие снарядами, опять ничего не слышно в литературе. Промышленность повторит подобную схему в середине XIX века. Но пушки будут изготовлены из бронзы. Уже почти доделал видео и случайно нашел упоминание, где могли делать эту уникальную стальную казнозарядную пушку. На Протовском заводе отливались из чугуна пушки, мортиры, бомбы, гранаты, картечные ядра и половые доски в большом количестве.
А в Молотовых на 7 и на Угодском заводах делалось связное и других сортов железа. Впоследствии времени ковались тут также затинные и скорострельные пищали и стволы пищальные, равно как шпаги, латы и шишаки. Пищали – это разновидность пушек небольшого калибра. Территориально этот завод находился в Калужской области, и дата производства понятна – середина 17 века. В завершение хочу сказать следующее, что инженерная мысль по изготовлению пушек после потопа свернула не туда и практически 200 лет шла по неверному пути – изготовлению дульнозарядных бронзовых пушек, стрелявших ядрами. А до потопа, как я неоднократно показывал в этом видео, пушки были на уровне конца 19 века. Тут еще хочу добавить, что с датами и хронологией может быть полная неразбериха. Может быть, этот провал в технологиях случился после ядерной войны первой половины 19 века, а может, было два технологических провала – после потопа и после войны. А что было между – убрали. И получается, что технологии деградировали где-то в конце 17-го, начале 18 века. На этом, думаю, все. В следующем видео предлагаю обсудить экспериментальные пушки – дискометы. Я думаю, что эти пушки на самом деле высокотехнологичные артефакты погибшей цивилизации, которые нашли и, не понимая, что это такое, решили сделать из них пушки.